Друзья, всем большой-большой привет! В этом видео я хочу показать вам, как связать узор вот к такому эффектному джемперу. Этот изысканный узор– беспроигрышный вариант сочетания объемных классических жгутов и воздушного ажура. Друзья, перед вами схема узора. На схеме указаны, как вы видите, и четные и нечетные ряды. То есть эта схема предназначена для кругового вязания. Нечетные ряды при круговом вязании являются лицевыми и вяжутся справа налево по схеме, по ее условным обозначениям. Четные ряды при круговом вязании также являются лицевыми и вяжутся справа налево по схеме до 18 ряда, то есть по условным обозначениям схемы. А с 18 ряда при круговом вязании по 32 ряд четные ряды вяжутся по рисунку. То есть это ряды, где у нас вот такие белые клеточки. Это значит, что эти ряды с 18, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 и 32 вяжутся по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды провязываем при круговом вязании лицевой петлей. И далее уже после 18 ряда четные ряды вяжутся уже по схеме, по условным ее обозначениям, вплоть по 47 ряд. А 48-й последний изнаночный ряд опять же вяжется по рисунку. Я имею в виду не жгуты, вот эти вот жгуты по обе сторонам ажурного узора, а вот этот центральный ажурный узор. Жгуты так и вяжутся, как здесь обозначено. Жгуты вяжутся при круговом вязании следующим образом. Нечетные ряды при круговом вязании вяжутся по схеме. Четные ряды также вяжутся по схеме. И четные и нечетные ряды при круговом вязании вяжутся справа налево. При поворотном вязании нечетные ряды вяжутся справа налево по схеме, по ее условным обозначениям. А четные ряды являются изнаночными при поворотном вязании, и вяжутся они по условным обозначениям наоборот, до 18 ряда и после 32 ряда. Это значит, видим лицевую, вяжем лицевую, видим, то есть видим лицевую, вяжем изнаночную наоборот, видим изнаночную, вяжем лицевую. Видим 2 петли вместе с наклоном влево, вяжем лицевой, вяжем 2 петли вместе с наклоном вправо изнаночной. Все это я покажу. А начиная с 18 ряда по 32 ряд, где у нас вот такие ряды с белыми клеточками, эти изнаночные ряды мы вяжем по рисунку при поворотном вязании. То есть видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды провязываем изнаночной петлей. На самом деле схема очень простая для провязывания. Здесь нет сложных обозначений. Какие условные обозначения мы видим на схеме. Вот такая вертикальная черточка – это лицевая петля. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Стрелка, которая показывает вниз, это лицевая петля на ряд ниже. Все это я покажу, как провязывается. Затем скобки – это накиды. Палочки с наклоном влево – это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Палочки с наклоном вправо – это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном
вправо. Затем здесь есть такое обозначение, циферка 3 и такой домик сверху. Такой треугольничек. Это 3 петли вместе одной лицевой петлей со второй центральной петлей сверху. Есть обозначение на этой схеме, оно встречается только один раз, кстати. Вот в этом ряду, где оно указано, это 33 ряд. Есть еще обозначение циферка 2 внутри стрелки, указывающей направо. Это в лицевом ряду 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном вправо. А в изнаночном ряду это 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево. Есть еще циферка 2 внутри стрелки, указывающей влево. Это 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево в лицевом ряду. И 2 петли вместе одной лицевой петлей, одной изнаночной петлей с наклоном вправо в изнаночном ряду. Ну и все, других обозначений здесь нет, кроме жгутов. Вот такие 2 горизонтальные линии, которые соединены палочкой с наклоном влево. Это значит перекрестить 6 петель с наклоном влево. Это жгут. С обеих сторон у нас перекрещивание 6 петель с наклоном влево. А теперь, друзья, давайте вместе свяжем образец такого узора. Друзья, если вы будете использовать эту схему только для центральной части вашей детали, то есть выполнить центральный узор по этой схеме, если вы хотите, то вы должны набрать для образца на спице 41 петлю. Это 27 петель ажурного узора, плюс 6 петель жгута в начале схемы, плюс 6 петель жгута в конце схемы, это 39 петель, плюс 2 кромочные петли, которые указаны здесь кружочками черного цвета, 41 петлю. И затем провязываете подготовительный ряд всеми изнаночными петлями. То есть вы находитесь как бы на изнаночной стороне, провязывая подготовительный ряд, чтобы выйти на лицевую сторону работы и начать вязать узор с первого ряда. То есть подготовительный ряд вы провязываете только один раз перед провязыванием узора по схеме. При этом кромочную первую петлю вы можете снимать, а последнюю провязывать, как вы привыкли. Я провязываю изнаночной петлей последнюю кромочную петлю. Некоторые провязывают эту петлю лицевой. Я же буду провязывать узор по схеме так, как он смотрится на джемпере. То есть первый жгут я вязать не буду. Раппорт моего узора начинается с 8 петли и заканчивается 40 петлей схемы. Это 27 петель ажурной части узора, плюс 6 петель жгута, это 33 петли, плюс 2 кромочные петли, которые здесь указаны черным цветом, 35 петель. То есть я должна набрать на спице для образца 35 петель. На спице самым обычным классическим способом набора петель я набрала 35 петель. Это 27 петель ажурной части узора, начиная с 8 петли по 34 петлю, и плюс 6 петель жгута. 27 плюс 6 33 петли и плюс 2 кромочные петли, которые на схеме обозначены кружочками черного цвета. То есть мой раппорт узора начинается с 8 петли и заканчивается 40 петлей. Первый жгут перед ажурной частью узора я провязывать, как я уже говорила, не буду. Набрала 35 петель и провязала один базовый подготовительный ряд всеми изнаночными
петлями для того, чтобы выйти на лицевую сторону работы. То есть подготовительный ряд — это у нас как бы изнаночный ряд. Его мы провязываем только один раз перед началом вязания узора по схеме. Первую кромочную петлю я снимаю всегда, а последнюю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Я вяжу бабушкиным способом вязания и провязала подготовительный ряд всеми изнаночными бабушкиными петлями. Если вы вяжете классическим способом вязания, также провяжите этот ряд всеми изнаночными классическими петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы, где у нас красивая косичка по наборному ряду. Такой подготовительный ряд провязывать не нужно, если вы начинаете вязать изделия с какой-либо планки или резинки. Первый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее пропускаем петли жгута. Я не буду вязать, как я уже сказала, жгут в начале схемы. Провязываем после кромочной 2 изнаночные петли. 1 изнаночная петля, 2 изнаночная петля. Далее у нас идут блоки. Лицевая и изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Такой блок повторяется 5 раз. Лицевая и изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. И заканчивается такой блок 34 петлей, как раз последней петлей узора ажурного. Вот я изобразила этот блок на бумаге. То есть мы сейчас провязали 2 изнаночные петли. И теперь 5 раз провязываем вот такой блок. Лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Повторяем это 5 раз. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая. Так будет удобнее вязать этот ряд. 2 изнаночные. 1 раз провязали блок из 5 петель. 2 раз провязываем блок лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, 2 изнаночные. 2 раз провязали блок из 5 петель. 3 раз провязываем блок из 5 петель. Лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, 3 раз провязали блок из 5 петель, то есть 3 раза. Нам нужно 5 раз провязать такой блок. Провязываем 4 раз этот блок. Лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. 4 раз провязали блок из 5 петель. И 5 раз провязываем блок из 5 петель. Лицевая, изнаночная, лицевая и 2 изнаночные. 5 раз провязали блок из 5 петель. И сейчас мы находимся вот здесь. Мы провязали 2 изнаночные, последние вот эти 2 изнаночные ажурной части узора. И далее провязываем 6 лицевых петель. 6 лицевых петель для жгута. 1 лицевая, 2, 3, 4, 5 и 6 петля для жгута. И изнаночная
петля, бабушкина кромочная петля последняя, которая обозначена на схеме черным цветом. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону. Но сначала я хочу объяснить, перед тем, как развернуть на изнаночную сторону работу. Мы провязали с вами 40 до 40 петли с 8 петли до 40. Ажурную часть узора и 6 петель жгута. Вот здесь остановились. Здесь вы вешаете маркер и начинаете провязывать второй раппорт узора. Если вы набрали петли не для образца, а уже для джемпера. То есть вы провязали первый раппорт, начиная с ажурной части и кончая жгутом. Повесили маркер. И начинаете провязывать второй раппорт. Опять же с 8 петли по 40 петлю. То есть заканчиваете 6 петлями жгута. После второго раппорта вешаете маркер и начинаете вязать следующий раппорт. 2 изнаночные, потом блоки из 5 петель 5 раз и заканчиваете 6 петлями жгута. Вешаете маркер и провязываете столько раппортов, сколько вам требуется для вашей ширины изделия. Или можете, как и на этом джемпере, который на картинке, провязать 3 таких раппорта, а ширину, которую вам необходимо добавить, добавляете просто по обеим сторонам детали лицевыми петлями или узором рис. То есть получается, что вы, как и на этом джемпере, который на картинке, провязываете 3 раппорта для вашей детали, добавляя по бокам петли, которые вам не достают для вашей ширины детали. Итак, после второго раппорта, после третьего раппорта или после второго, сколько вам требуется. На картинке там 2 раппорта узора полных. То есть 2 раппорта, которые мы сейчас вязали с 8 петли по 40. Провязали 2 раппорта и после маркера провязываете петли симметрии, начиная с 8 петли по 34, уже без жгута. То есть ажурную часть провязываете, как я вам сейчас показала. Начиная с 2 изнаночных петель, потом блоки по 5 петель 5 раз. И все. Жгут уже не провязываете. Так вы вяжете деталь, которая вам нужна для вашего изделия. 2 раппорта полных узора и одна часть только ажурная после 2 раппортов с 8 петли по 34. Я же буду вязать в образце только ажурную часть и один жгут. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать второй изнаночный ряд. Второй изнаночный ряд вяжем слева направо по условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Далее идут у нас 6 лицевых петель, которые обозначены на схеме для второго четного ряда. Вяжем их наоборот. Провязываем 6 изнаночных петель. 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночная петля. Далее у нас идут 2 изнаночные петли, провязываем 2 лицевые петли. Далее у нас идет блок из 5 петель 5 раз. На схеме это лицевая, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. 5 раз повторяем, только наоборот. Провязываем изнаночную, лицевую, изнаночную и 2 лицевые.
Повторяем 5 раз. Вот так изображено на схеме. 2 лицевые петли наоборот провязали мы. Далее идет блок, который вяжем наоборот 5 раз. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязываем изнаночную, лицевую, изнаночную и 2 лицевые. То есть вяжем петли наоборот. Провязали 1 раз, 5 петель. Провязываем 2 раз. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем наоборот петли, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые. 2 раз провязали блок из 5 петель. Вяжем опять изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые. 3 раз провязали блок из 5 петель. Провязываем еще раз блок. Изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые петли. 4 раз провязали блок из 5 петель. И последний раз провязываем 5 раз блок из 5 петель. То есть наоборот вяжем петли в изнаночном ряду. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые петли. Провязали. Вот здесь мы остановились. И кромочная петля мы не вяжем с вами жгут в начале схемы. И кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Провязываем 3 лицевой ряд. 3 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Пропускаем петли жгута в начале ряда, которые мы сейчас не вяжем. И начинаем провязывать узор по схеме. 2 изнаночные петли. 2 изнаночные петли. Затем стрелка, которая показывает вниз, мы провязываем лицевую петлю на ряд ниже. Вот лицевая петля, которая у нас сейчас находится на спице, которую мы бы провязывали вот таким образом. Но мы ее так не провязываем, а провязываем ее на ряд ниже. То есть вводим правую спицу под первую перемычку вот сюда. Вот первая перемычка под петлей, которая на спице. И вводим спереди назад, как обычно мы провязываем лицевые петли, спицу, захватываем рабочую нить и провязываем лицевую петлю с проколом на ряд ниже. Далее идет у нас изнаночная петля, опять лицевая на ряд ниже. Провязываем изнаночную петлю, затем лицевую петлю на ряд ниже. Вот лицевая петля у нас. Мы так ее не провязываем, как обычно, а провязываем под первую перемычку под ней, то есть на ряд ниже. Захватываем рабочую нить и провязываем лицевую петлю на ряд ниже. Далее идут 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Потом опять у нас петля на ряд ниже, изнаночная петля на ряд ниже. Провязываем петлю на 1 ряд ниже, потом изнаночная петля и петля на 1 ряд ниже, то есть под перемычку, под первую, под петлей, которая находится, под петлей, которая на спице, вот сюда, под перемычку. Далее 2 изнаночные петли. Петля на ряд ниже,
изнаночная петля на ряд ниже, петля на ряд ниже, изнаночная петля, петля на ряд ниже, 2 изнаночные петли, петля на ряд ниже, изнаночная петля на ряд ниже, петля на ряд ниже, изнаночная петля вот сюда на ряд ниже, под первую перемычку, под петлей, которая на спице, 2 изнаночные петли. И еще раз провязываем этот блок. Можете просто тоже, как и я, выписать этот блок на бумагу и провязывать 5 петель, смотря уже на бумагу и на схему. Провязываем на ряд ниже, вот сюда, под первую перемычку, под петлей, лицевую петлю, потом изнаночная и опять петля на ряд ниже, изнаночная петля, петля на ряд ниже, вот сюда, вот петля на спице, под ней первая перемычка, вот эта, вот петля, которая на спице, и сюда под нее вводим спицу правую, захватываем рабочую нить и провязываем лицевую петлю на ряд ниже, 2 изнаночные петли, 1, 2 изнаночная петля. И далее у нас с вами идет жгут на 6 петлях. Я покажу, как провязывать этот жгут без дополнительной спицы. Вот эти 6 петель у нас. Мы должны 3 петли перекрестить с 3 петлями с наклоном влево. Наклон влево — это у нас вот такая вот здесь перекладинка указывает, в какую сторону нам нужно сделать перекрещивание. Вот она наклонена влево. То есть с наклоном влево перекрещиваем 6 петель, 3 и 3. Для этого первые 3 петли мы переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь каждой петли. 1 петля, 2 петля, 3. Мы пересняли на правую спицу 3 петли. Следующие 3 петли провязываем лицевыми петлями. Туго не провязывайте, когда вяжете жгут. Посвободнее вяжите петли. 1, 2 петля и 3 петля. На правой спице 3 не провязанные переснятые петли и 3 провязанные петли. Теперь левую спицу перед работой вводим в 3 непровязанные петли, вводя спицу слева направо в эти петли. Вот так это выглядит. В эти 3 петли слева направо мы ввели левую спицу. Провязанные петли у нас вот здесь остались. Придерживаем провязанные петли пальцами левой руки и вытаскиваем правую спицу из всех 6 петель. Теперь подхватываем правой спицей те петли, которые мы спустили с нее, то есть провязанные петли подхватываем правой спицей и возвращаем их на правую спицу. И теперь у нас не провязанные петли на левой спице, которые мы и провязываем лицевыми петлями. 1 лицевая петля, 2 лицевая петля и 3 лицевая петля. Маркер переснимаем и начинаем провязывать второй раппорт узора, начиная с 2 изнаночных петель, петля на ряд ниже и заканчивая жгутом до этого места. Маркер переснимаем. Если у вас есть еще раппорты, вяжем следующий раппорт, начиная с 2 изнаночных, потом петля лицевая на ряд ниже и заканчивая петлями жгута.
В конце ряда, после последнего раппорта, вы провязываете петли симметрии, начиная с 2 изнаночных петель и заканчивая 2 изнаночными петлями. То есть жгут уже не вяжете. В конце ряда кромочная петля, после петель симметрии изнаночная бабушкина петля. Вот такой жгут с наклоном влево у нас появился. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем 4-й изнаночный ряд петлями наоборот. То есть вяжем наоборот петли, которые указаны на схеме. 4-й изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 6 лицевых петель по схеме. Мы их вяжем наоборот. Провязываем 6 изнаночных петель жгута. 1 изнаночная петля, 2 изнаночная петля, 3 изнаночная петля, 4 изнаночная петля, 5, 6 изнаночная петля жгута. Далее у нас на схеме 2 изнаночные, провязываем 2 лицевые наоборот. 1 лицевая, 2 лицевая петля. Далее у нас была лицевая петля в лицевом ряду на ряд ниже. В изнаночном ряду провязываем эту петлю обычной изнаночной петлей. Была изнаночная петля в лицевом ряду, провязываем лицевой петлей. И так до конца ряда. Можно не смотреть на схему. Видим изнаночную, вяжем изнаночную, видим лицевую, вяжем лицевую, видим лицевую, вяжем лицевую, и так до конца ряда. Дальше изнаночная, видим лицевую, вяжем лицевую, вот изнаночная, вяжем изнаночную, косичка лицевой петли, вяжем лицевую, еще раз лицевая, бугорок изнаночной петли, вяжем изнаночную, косичка лицевой петли, вяжем лицевую, бугорок изнаночной петли, вяжем изнаночную, и так до конца ряда. Дальше лицевая, еще раз лицевая, опять изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, еще раз лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая и кромочная петля изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Пятый лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Затем пропускаем первый жгут, провязываем 2 изнаночные петли. 1 изнаночная петля, 2 изнаночная петля. И далее вяжем блоки. Лицевая на ряд ниже, изнаночная. Лицевая на ряд ниже, 2 изнаночные. Блок из 5 петель провязываем 5 раз. Вот я изобразила этот блок на схеме для удобства вязания. 5 раз провязываем этот блок. Итак, лицевая петля на ряд ниже, то есть вот под первую перемычку, под лицевой петлей, которая на спице. Вот она, первая перемычка, и под нее провязываем лицевую петлю, то есть на ряд ниже, потом изнаночная петля, опять лицевая петля на ряд ниже, 2 изнаночные петли, 1, 2, 1 раз провязали блок из 5 петель, повторяем, лицевая петля на ряд ниже, изнаночная петля, лицевая петля
на ряд ниже, под первую перемычку под петлей, которая на спице, провязываем лицевую петлю, 2 изнаночные петли, 1, 2, провязаю 2 раз блок из 5 петель, повторяем блок, лицевая петля на ряд ниже, изнаночная петля, лицевая петля на ряд ниже, 2 изнаночные петли, провязали 3 раз блок из 5 петель, провязываем 4 раз блок из 5 петель, лицевая петля на ряд ниже, изнаночная петля, лицевая петля на ряд ниже, 2 изнаночные петли. И последний 5-й раз повторяем блок из 5 петель. Лицевая петля под перемычку, под петлей, которая на спице, под первую перемычку, на ряд ниже, изнаночная петля, лицевая петля на ряд ниже, 2 изнаночные петли. Мы 5 раз провязали блок из 5 петель. У нас 5-й ряд. Мы провязали весь ажурный узор до 34 петли включительно. И у нас остались петли жгута. 6 лицевых петель провязываем. 1 лицевая, 2 лицевая петля, 3 лицевая петля, 4 лицевая петля, 5 лицевая петля и 6. Мы провязали 1 раппорт узора. Повторяем раппорт узора, начиная с 2 изнаночных петель. Потом повторяем 5 раз блок из 5 петель. И заканчиваем ряд 6 лицевыми петлями. Если у вас 2 раппорта, то после 2-го раппорта провязываете петли симметрии уже без жгута, начиная с 2 изнаночных петель, 5 раз блок из 5 петель, и все. На этом остановились. В конце ряда кромочная изнаночная петля. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и провязываем 6-й изнаночный ряд. 6-й изнаночный ряд провязывается точно так же, как 4-й ряд. И далее на схеме повторяются эти ряды. То есть изнаночный ряд 6-й как 4-й, 8-й ряд тоже как 6-й и 4-й, и так далее, вплоть до конца вот этого узора в высоту ажурного, вплоть до 16-го ряда. До 16-го ряда все повторяется. Как провязывать жгут, я тоже показала. Так что можете самостоятельно провязать дальше узор по этой схеме. Все то же самое. Все повторяется. Лицевые вяжутся ряды все одинаково. Изнаночные ряды также вяжутся одинаково. Если у вас встречается жгут, он встретится только 1 раз. В 11 ряду я показала, как провязать жгут. Вяжите самостоятельно до 16 ряда по схеме. И встретимся в 17 ряду. Я провязала 16 рядов по схеме. У меня получается вот так сейчас полотно выглядит фактурным, объемным, но не стягивает. И здесь у меня выполнен уже жгут, который уже видно. 17 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее пропускаем первый жгут, мы его не вяжем. 2 изнаночные петли, 1 изнаночная петля,
вторая изнаночная петля. Далее 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я их сразу провязываю 2 вместе за задние стенки вот так. Ввожу правую спицу внутрь петель, захватываю рабочую нить и провязываю 2 вместе с наклоном влево. При классическом способе вязания правые стенки петель находятся перед спицей, поэтому мы должны поменять положение классических лицевых петель на бабушкино положение петель, чтобы правые стенки их оказались за спицей. Для этого по очереди переснимаем эти петли на правую спицу. Затем возвращаем их на левую спицу, подхватывая их левой спицей по очереди сзади работы справа налево за заднюю стенку. Сзади работы подхватываем петлю справа налево за заднюю стенку. Вот так. У меня бабушкин способ вязания, поэтому они у меня сейчас перекрученными являются. Мы развернули классические лицевые петли, поменяли их положение на бабушкино. Теперь их правые стенки находятся за спицей. И теперь провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Так мы поступаем при классическом способе вязания петель 2 вместе с наклоном влево. При бабушкином способе вязания мы, не разворачивая эти 2 петли, сразу провязываем их 2 вместе за задние правые стенки с наклоном влево. Далее идет накид и еще раз 2 вместе с наклоном влево накид и 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Далее идет изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Далее накид и опять 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Накид. Затем 2 вместе одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. Затем идет изнаночная петля и 2 лицевые петли. Провязываем изнаночную, 2 лицевые петли. Далее 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Провязываем. Далее накид. Делаем накид. 3 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая петля, 3 лицевая петля, изнаночная петля. Провязываем изнаночную. Далее идет обозначение 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. При классическом способе вязания вы, не разворачивая эти 2 петли, сразу провязываете их вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Вот так. При бабушкином способе вязания я сначала поменяю положение своих петель на классическое и затем их провяжу вместе за передние стенки тоже. Итак, я переснимаю эти 2 петли на правую спицу по очереди, заводя правую спицу сзади работы справа налево за заднюю стенку петли. И переснимаю. Завожу правую спицу сзади работы справа налево за заднюю стенку петли и переснимаю на правую спицу. Я поменяла положение петель на классическое. Правые стенки петель находятся теперь ближе ко мне, перед спицей. Теперь возвращаю их на левую спицу по очереди и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за правые передние стенки с наклоном вправо. Далее идет накид, изнаночная петля, накид, изнаночная петля, 2 петли вместе с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли,
провязываю вместе за передние стенки. Далее накид. Опять 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю эти 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Далее идет накид. Делаем накид и 2 изнаночные петли. 1 изнаночная петля, 2 изнаночная петля. Далее идут 6 лицевых петель жгута. Можно петли жгута отделить маркерами. То есть вот так будет у нас выделен жгутик с 2 сторон. 6 петель жгута маркерами. Здесь был накид. Вешаем маркер и провязываем 6 лицевых петель по схеме. 1, 2, 3 лицевая, 4, 5, 6. Мы провязали кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 17 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 18 изнаночный ряд. Работу развернули на изнаночную сторону и начинаем провязывать часть схемы, в которой изнаночные ряды 18, 20, 22 и заканчивая вот этим рядом 32 изнаночным рядом обозначены белыми клеточками. То есть эти ряды, вот этой части схемы по 32 ряд, начиная с 18 ряда, мы провязываем по рисунку. Как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Итак, 18 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идут петли жгута. 6 петель жгута, изнаночных петель 6. Вяжем 1 изнаночную петлю, 2 изнаночную, 3, 4, 5, 6 изнаночную петлю. Переснимаем маркер. Я жгутик выделила маркером. 6 петель жгута. Далее идут 2 изнаночные петли. Кстати, у меня здесь как-то попал накид, я его убрала. Здесь у нас только 2 накида было в лицевом ряду. Вот они, 2 накида. После петель жгута, после петель 6 изнаночных жгута идут 2 лицевые петли вот этой дорожки. Из изнаночных петель на лицевой стороне. Вот они, 2 лицевые петли. 1 лицевая, 2. И далее провязываем петли ажурной части узора по рисунку. Ту петлю, какую видим. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее видим изнаночную петлю, вот бугорок изнаночной петли, провязываем изнаночную. На схему можно не смотреть. Вот накид изнаночной петлей провязываем, бугорок изнаночной петли провязываем, видим изнаночную, вяжем изнаночную, видим лицевую, вот косичка лицевой петли, вяжем лицевой, накид изнаночная петля, далее еще 1 изнаночная петля, далее у нас идет здесь лицевая петля, провязываем лицевую, косичка была лицевой петли, далее видим бугорок, изнаночную вяжем, еще 1 изнаночную, изнаночная, изнаночная петля за переднюю стенку, изнаночная, изнаночная, здесь также изнаночная, затем видим лицевую петлю, провязываем лицевой, вот косичка лицевой петли, затем видим бугорок изнаночной петли, изнаночная, накид провязываем изнаночной петлей, видим лицевую петлю, вяжем ее лицевой петлей, вот косичка лицевой петли, далее идет изнаночная, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, вот изнаночная петля,
Далее видим косичку, лицевой петли, видим лицевую, вяжем лицевую и видим лицевую, вяжем лицевую. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы провязали 18 изнаночный ряд. Разворачиваем работу на лицевую сторону и начинаем провязывать 19 лицевой ряд, где у нас находится жгутик. Будем делать перекрещивание в 6 петель. Кромочную петлю снимаем. Далее идут 2 изнаночные петли. Провязываем 2 изнаночные петли. Накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе за задние стенки одной лицевой петлей с наклоном влево. Накид и еще раз 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Затем 3 изнаночные, 3 лицевые. 3 изнаночные, 1, 2, 3 изнаночная петля, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная петля, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 изнаночные, 1 изнаночная, 2 и 3 изнаночная петля. 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли. Аккуратно, не торопясь. И провязываем 2 петли вместе за передние стенки одной лицевой петлей. Накид. Еще раз 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли. Провязываем их вместе за передние стенки одной лицевой петлей. Накид, лицевая петля. Накид, лицевая петля. 2 изнаночные петли. 1 изнаночная, 2 изнаночная петля. Маркер переснимаем и вяжем жгутик на 6 петлях. То есть перекрещиваем 6 петель с наклоном влево. На правую спицу переснимаем первые 3 петли, вводя правую спицу внутрь этих петель. Пересняли. Следующие 3 петли провязываем. Правую спицу перед работой вводим слева направо в переснятые петли. Вот так это выглядит. Спускаем с правой спицы все 6 петель. При этом провязанные петли придерживаем, чтобы они не спустились. И теперь правой спицей подцепляем провязанные петли. То есть провязанные петли надеваем на правую спицу. А не провязанные петли провязываем лицевыми петлями. 1 лицевая петля, 2 лицевая, 3 лицевая петля. Маркер переснимаем и кромочная петля, изнаночная бабушкина. Мы перекрестили петли жгутика. Вот так у нас получается уже жгутик. Красивый такой. С красивыми переплетениями. Без использования дополнительной спицы. Мы провязали 19 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 20 изнаночный ряд по рисунку. То есть как смотрят петли.
кромочную петлю снимаем. И далее 6 изнаночных петель провязываем. 6 изнаночных петель жгутика. Маркер переснимаем. Далее лицевая петля. Видим лицевую, вяжем лицевую, еще одну. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накид провязываем изнаночной петлей. Далее опять изнаночная. Накид изнаночной петлей провязываем. Далее вот бугорок изнаночной петли, изнаночная петля. Видим лицевую, вяжем далее лицевую. Видим опять лицевую, вяжем лицевую. Видим еще раз лицевую, вяжем лицевую. Далее видим вот 3 изнаночные петли, провязываем 3 изнаночные петли. Далее видим лицевую петлю, провязываем лицевую, вот косичка лицевой петли. Далее видим 3 изнаночные петли, изнаночная, изнаночная, изнаночная. Видим лицевую, вяжем лицевую. Далее идет у нас лицевая опять петля. Вот косичка лицевой петли, еще раз лицевая петля. Вот она. Далее изнаночная, накид изнаночной петлей. Далее идет изнаночная петля, накид изнаночной петлей. Далее идет лицевая, лицевая и кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 20 изнаночный ряд по рисунку. Работу разворачиваем на лицевую сторону и провязываем 21 лицевой ряд по схеме, по ее условным обозначениям. Вот так уже у нас начинает вырисовываться узор. Двадцать первый лицевой ряд. Друзья, я думаю, далее вы можете самостоятельно провязать ту часть схемы узора до 32 ряда включительно, где у нас белые клеточки в изнаночных рядах. Я показала вам, как провязывать все условные обозначения на этой части узора. И вы вяжете по такому принципу, как я показала. Как провязывать жгутик я тоже показала. Встретимся с вами в 33-м ряду, где у нас на схеме новые обозначения имеются. И так далее вяжем самостоятельно. Итак, я провязала 32 ряда узора. 33 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее жгут пропускаем, мы его не вяжем. 2 изнаночные петли, 1 изнаночная петля, 2 изнаночная петля. Далее идут 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 лицевая петля. Накид 2 лицевые петли. Накид 2 лицевые петли. Далее 2 петли вместе, 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. При классическом способе вязания вы не разворачиваете 2 петли, провязываете их вместе 1 изнаночной петлей обычной, классической. Я же при бабушкином способе вязания разверну эти 2 петли, чтобы их правые стенки, которые сейчас у меня находятся за спицей, оказались перед спицей. И тоже провяжу их вместе
одной классической изнаночной петлей. Для этого я переснимаю их на правую спицу по очереди, подхватывая правой спицей петлю за заднюю стенку слева направо. Я развернула 2 петли. Теперь у них правые стенки находятся впереди, перед спицей. То есть поменяла положение бабушкиных петель на классическое. И теперь провяжу их 2 вместе одной изнаночной классической петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет накид. Провязываю, делаю накид. Далее идет обозначение. Это 3 петли вместе одной лицевой петлей со второй центральной петлей сверху. Вот у нас 3 петли. Вторая центральная, первая, вторая центральная петля и третья. Для того, чтобы провязать 3 петли вместе с центральной петлей сверху при классическом способе вязания, мы поступаем следующим образом. Первую и вторую петли переснимаем на правую спицу, не провязывая, подхватывая их за передние стенки слева направо, как будто хотим провязать лицевую петлю, но не провязываем лицевую петлю, а переснимаем эти петли на правую спицу, не провязывая. Мы поменяли местами первую петлю и вторую. Вторая петля оказалась впереди. Вот она, сверху. И теперь третью петлю провязываем классической изнаночной петлей и провязанную петлю протягиваем через 2 переснятые. Для этого левую спицу вводим в 2 переснятые петли слева направо. Вот так вот их немножечко подхватываем и сквозь них протягиваем переснятую провязанную петлю. И получается у нас 3 петли вместе с центральной второй петлей сверху. Получается криво, потому что у меня петли бабушкины. Я вяжу бабушкиным способом вязания. При бабушкином способе вязания, чтобы провязать 3 петли вместе со второй центральной петлей сверху, мы первую и вторую петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу справа налево вовнутрь этих 2 петель сразу. Можно по очереди переснять 2 петли. Затем вторую центральную петлю спускаем с правой спицы, на левую спицу возвращаем первую петлю, затем подхватываем вторую центральную петлю и также возвращаем ее на левую спицу. И теперь эти 3 петли провязываем вместе одной лицевой петлей за задние стенки. У нас вот такая косичка здесь получается. Вторая центральная петля у нас лежит сверху впереди. Далее идет обозначение 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания мы эти 2 петли провязываем сразу одной изнаночной петлей за задние стенки, то есть изнаночной восточной петлей. Перекидываем вниз вперед работы, потом подхватываем эти петли 2 слева направо, сначала вторую, потом первую. Вот так расширим сначала эти петли 2. Слева направо, сзади работы заводим правую спицу, сначала за заднюю стенку второй петли, затем первой. Подхватываем рабочую нить, еще раз подхватываем рабочую нить и провязываем изнаночную петлю. Туго у меня здесь связано, еще вот так вот расширю эти петли. Рабочую нить переводим вперед работы, правую спицу заводим сзади работы слева направо в эти 2 петли,
подхватываем рабочую нить и провязываем изнаночную петлю бабушкину за задние стенки с наклоном влево. При классическом способе вязания вы сначала разверните эти две петли, как разворачивать петли я показывала, и точно таким же образом провяжите две петли вместе одной изнаночной петлей за задние стенки, то есть изнаночной восточной петлей с наклоном влево. Далее 2 лицевые петли, 1, 2, затем идет накид, 6 лицевых петель, 1, 2 лицевая петля, 3, 4, 5, 6, 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2, маркер переснимаем и провязываем 6 петель лицевых жгута. Кромочная петля изнаночная бабушкина, мы провязали лицевой 33 ряд. Вот так у нас получилось. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 34 изнаночный ряд. Сейчас мы провязываем, начиная с 34 ряда до предпоследнего ряда схемы, до 47 ряда. На этой части схемы все изнаночные ряды мы провязываем наоборот. Не по рисунку, а по условным обозначениям наоборот. Итак, 34 ряд. 34 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Провязываем 6 петель изнаночных жгута. Жгут у меня выделен маркерами. Далее провязываем вместо 2 изнаночных петель 2 лицевые петли. Далее у нас идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 изнаночных петель. Мы провязываем вместо них 9 лицевых петель. 1 лицевая, то есть наоборот, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 лицевая петля. Дальше идет лицевая. Мы провязываем это обозначение наоборот. Вместо лицевой провязываем изнаночную петлю. Далее идут на схеме 3 изнаночные. Провязываем вместо них наоборот 3 лицевые петли. 1 лицевая петля. 2 лицевая, провяжу за заднюю стенку, поменьше была дырочка, и 3, такая ниточка расслоилась, 3 лицевая петля. Далее идет лицевая, вместо нее провязываем изнаночную петлю, затем 9 лицевых петель вместо 9 изнаночных петель. 1 лицевая, 2 я провяжу за заднюю стенку, чтобы дырочка была поменьше. Можете за переднюю стенку провязывать. 3 лицевая петля, 4 лицевая петля, 5, 6, 7, 9-10 петель провязываем лицевых. В конце у нас
еще одна лицевая. В конце у нас 2 изнаночные петли, которые мы провязываем 2 лицевыми петлями в конце ряда, и кромочная петля изнаночная бабушкина. Мы провязали 34 ряд изнаночной. Работу разворачиваем на лицевую сторону. 35 лицевой ряд. 35 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Жгутик мы не провязываем первый. 2 изнаночные петли. 1 изнаночная, 2 изнаночная петля. Далее идут 5 лицевых петель. 1 лицевая, 2, 3, 4, 5 лицевая петля. 6 лицевых петель. 6 лицевая петля. Далее 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево. Провязываем 2 петли вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. 2 лицевые петли накид. 2 лицевые петли провязываем. Накид делаем. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Далее идет накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые петли, 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево. Далее у нас идут 6 изнаночных петель. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночная петля. И далее идут 2 лицевые петли. Маркер переснимаем и выполняем на 6 петлях жгутик. Перекрещиваем 6 петель влево. Для этого первые 3 петли переснимаем на правую спицу, вводя правую спицу внутрь каждой петли. Пересняли. Следующие 3 петли провязываем лицевыми петлями. Сильно вот здесь сзади у нас протягивается ниточка, ее не натягиваем. Ну и слабо, чтобы она у вас не лежала. 1 лицевая провязали, 2 провязываем лицевую петлю, 3 лицевую петлю провязали. Провязали 3 петли, 3 петли пересняли. И теперь в переснятые петли вводим левую спицу слева направо. Вот так. Так это выглядит. А правую спицу вытаскиваем из всех 6 петель. Провязанные петли придерживаем пальцами. И теперь провязанные петли возвращаем на правую спицу. И провязываем не провязанные петли. 1 лицевая, 2 лицевая и 3. Вот такой жгутик у нас получается. Без использования дополнительной спицы. Маркер переснимаем. Кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и провязываем 36 изнаночный ряд. 36 изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее провязываем петли жгута изнаночными петлями. 1 изнаночная петля, 2, 3 изнаночная петля, 4. Вяжем посвободнее, чтобы
жгут не стягивал полотно. 6-я изнаночная петля. Маркер, отделяющий жгут, переснимаем. Далее идут по схеме 2 изнаночные петли. Вяжем наоборот 2 лицевые петли, 1 лицевая, 2 лицевая. Далее идут 5 изнаночных петель. Провязываем вместо них наоборот 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 лицевая петля. Далее идет обозначение 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Вяжем наоборот 2 петли вместе, 1 изнаночной с наклоном влево. Для этого наши петли должны быть расположены, как при классическом способе вязания. У нас правые стенки сейчас при бабушкином способе находятся за спицей. Мы должны развернуть эти 2 петли, чтобы их правые стенки оказались перед спицей, как при классическом способе вязания. Затем провязываем эти 2 петли вместе 1 изнаночной классической петлей. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы, не разворачивая петли, сразу провязываете их 2 вместе 1 классической изнаночной петлей. Далее идут 4 изнаночные петли. Провязываем вместо них 4 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая, накид провяжу за переднюю стенку, чтобы не была большая дырочка. 3 лицевая, 4 лицевая петля. Далее у нас идет накид. Делаем накид. Вместо изнаночной петли провязываем лицевую петлю. Далее идет накид. Делаем накид. И вместо 4 изнаночных петель провязываем 4 лицевые петли. 1 лицевая, 2, 3. Здесь у меня был хвостик ниточки завязан. Нить закончилась. 4 лицевая петля. Далее идет обозначение 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Мы вместо этого обозначения провязываем наоборот 2 петли вместе, 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. Для этого наши петли должны быть расположены, как при бабушкином способе вязания. То есть их правые стенки должны быть не впереди работы, а сзади работы. Поэтому, если вы вяжете классическим способом вязания, вы разверните эти 2 петли, как я показывала, разворачивают петли, а затем провяжите их вместе, как и я сейчас провяжу, 1 изнаночной петлей за задние стенки. Нить переводим вперед работы. Правую спицу заводим сзади работы, слева направо, за задние стенки петли, 2 петель. Можно немножечко расширить эти петли, чтобы удобно было их провязать. Сзади работы заводим правую спицу слева направо, сразу за 2 стенки этих петель. Захватываем рабочую нить и провязываем изнаночную петлю бабушкину за задние стенки, то есть изнаночную восточную петлю. Далее у нас идут 5 изнаночных петель. Вместо них провязываем 5 лицевых петель. 1, 2 лицевая петля, 3 лицевая петля, 4 лицевая петля, 5 лицевая петля. И далее у нас идут 2 изнаночные петли. Вместо них провязываем
2 лицевые петли, 1 лицевая, 2 и кромочная петля изнаночная бабушкина. Мы провязали 36 ряд изнаночной. Вот так у нас сейчас выглядит вязание с лицевой стороны. Такой красивый жгутик здесь у нас уже вырисовывается. И далее мы начинаем вязать по схеме вверх по вязанию до 48 ряда, провязывая в изнаночных рядах условные обозначения наоборот, а лицевые ряды вяжем точно по условным обозначениям. Как провязывать условные обозначения наоборот, я показала. Вместо изнаночной петли вяжем лицевую, вместо лицевой вяжем изнаночную, вместо 2 петель вместе 1 лицевой с наклоном вправо вяжем 2 петли вместе 1 лицевой, 1 изнаночной с наклоном влево. И вместо 2 петель с наклоном влево 1 лицевой вяжем 2 петли вместе 1 изнаночной петлей с наклоном вправо. И так самостоятельно провязываем до 47 ряда. 48 ряд вяжем по рисунку, то есть видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Схема, конечно, большая, много здесь рядов, но здесь получается 24 изнаночных ряда и 24 лицевых ряда. На самом деле, если начать вязать, то потом получается очень быстрое, легкое вязание. Я надеюсь, вам узор понравился, и вы свяжете таким узором какое-либо изделие. Порадуйте себя или своих близких. А на этом у меня все. Я желаю всем легких петелек. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.